Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Сегодня хочу показать, как крючком из шнура связать вот такую сумку шопер, будь то это пляжный аксессуар или городская на каждый день. Очень универсальная и удобная, и очень практичная в эксплуатации. Мастер-класс войдет вязание круглого дна, вывязывание стенок. Несмотря на то, что здесь два мотка, покажу, как их соединить без узлов, сшивания и прятания кончиков. Вывязывание укрепления этих мест, чтобы в процессе эксплуатации ручки не вытягивали петли. Вывязывание и обвязка ручек. Сумка отличный вид имеет и снутри, и снаружи, поэтому не требует подкладки. Стильная, модная, легкая, вяжется на одном дыхании за 2-2,5 часа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к вязанию. Нам понадобится крючок 8 мм, можно взять девятку, тогда вязать немножко потуже. 4 маркера. У меня 2 мотка шнура клевер, хлопок 5 мм. И вот его характеристики. 100-метровый 500 грамм весит. Шнур не полый. Если будете брать полиэфирный, нужен будет с сердечником. Полиэфир будет лучше держать форму. Где можно купить материалы, я оставлю в описании ссылку на магазин. Итак, вязать начинаем с кольца амигуруми. Кладем нить на ладонь, оборачиваем, игнорируя мизинец, и перекрещиваем на тыльной стороне ладони. Заводим крючок, выводим первую петлю и в нее воздушную. Это первый столбик. В это кольцо нам нужно 8 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Вязать будем по кругу без соединения рядов, то есть по спирали. Затягиваем крепко-крепко. Максимально стянули кольцо и делаем соединение. Вот кромочная коса идет по кругу. Вот сюда, в первую, которую вытянули из кольца амигуруми, протыкаем и просто делаем соединительный стежок. Вытаскиваем нить и протягиваем. Вот, соединили. Теперь будем вязать в полукосу, захватывая лишь одну нить. Обычные столбики без накида. Во втором ряду делаем по 2 в каждую, чтобы из 8 получилось 16. Вяжем. Уже сейчас можно поставить маркер. Ну, поставим его, когда дойдем до конца ряда. По 2 в каждый. Восемь по 2 провязаны. 16 столбиков составляет наш круг. На протяжении всего вязания количество столбиков в кругу будет кратно 8. Я ставлю здесь сейчас маркер и буду переходить на следующий круг, где расстояние между добавлениями будет уже 1 петля без добавления. Провязываем одну, в следующую 2, дальше одну, в следующую 2. Я довязала до маркера. Вот у меня идет двойная, потом 1 столбик, вот он маркер. Сюда я уже буду вязать 1 и сюда только двойной. То есть на этом моменте я делаю расстояние между добавками 2 столбика,
чтобы на следующий круг у меня не получились добавки над добавками, иначе наш круг приобретет углы. Вот смотрите, в одинарные петли прошлого ряда, в одинарные столбики, я сейчас буду делать добавление. Итак, один столбик, вот он, один, второй, сюда 2, двойной. Таким образом, вот она прибавка прошлого ряда, двойной столбик, сюда по одному вяжу, в следующий двойной, так до конца ряда. Вот этот хвостик можно опустить, ввязать в полотно, чтобы потом не прятать. Я почти уже рядом с маркером, вот он. Вот расстояние 2 в прошлом ряду между прибавками, поэтому сейчас мне нужно после добавления провязать 3. Я провязываю 1, 2, 3 столбики, и добавление у меня выпадает на петлю, следующую за добавлением предыдущего ряда. Вот она двойная, и вот следующая. Так по рисунку будет в каждом ряду, и каждое добавление будет идти в петлю следующую за добавлением в предыдущем ряду. Так можно дополнительно себя контролировать еще, не считать расстояние между добавлениями, а просто ориентироваться на эту петлю. Если они уже 2 провязаны в новом ряду, значит следующая идет с добавкой. Вот она. Значит следующую я вяжу 2. Ну и таким образом каждый ряд еще увеличивает расстояние между добавлениями на 1 столбик. Этот ряд я вяжу 3 столбика, потом двойной, 3 столбика, двойной до маркера. Я провязала последнее добавление через 3 столбика, следующее уже будет через 4, потому что вот двойная, 1, 2, 3, 4, вот в следующую будет добавка. Круг растет, поэтому, чтобы лучше ориентироваться, можно переодеть маркер поближе к вязанию. И продолжаем. 4 столбика без накида вяжем, в 5 делаем добавку. Так ряд за рядом нам нужно провязать 7 рядов, чтобы в кругу получилось 56 петель, 56 столбиков. Вяжем до этого момента. У меня очередной круг. Я сделала добавку последнюю через 4 столбика, следующая будет уже через 5. 5 столбиков без накида, в 6 добавляю, вяжу 2. И так последний круг, и он оказывается 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сейчас я провяжу. Это будет последний, потом мы будем переходить на вязание стенок. Вяжем до маркера. Я провязала 7 рядов. У меня получается 25 сантиметров. Если вам кажется маловато, не спешите. Стенки уйдут плавно, и дно визуально будет больше. Сумка будет объемнее гораздо казаться, чем сейчас можно сказать по дну. Я пересчитала свои петли. 56. Теперь начинаю вязать без каких-либо добавлений. Вяжу без добавок, и плавно закруглятся углы и уйдут на стенки нашей сумки. Вяжем. Я провязала уже 9 рядов без добавлений, и у меня закончился клубок. Я сейчас буду вводить нить со следующего клубка.
Что я делаю? Эту максимально подтягиваю и беру уже сейчас, начинать буду вязать новой, чтобы не было узла и не сшивать. Я захватываю нить с нового клубка, оставив хвостик с запасом. Здесь у меня также где-то 10-12 сантиметров. И начинаю ввязывать край нити в полотно. Этот подтянем, а тот, который закончился, пойдет сейчас внутри. Вот так я его ввязываю до самого конца. Подтянется, его будет не видно. А которым мы начали, мы точно так же его вяжем в следующем ряду. Вяжу ряд до того момента, как мне нужно будет ввести вот этот хвостик. Я провязала круг после ввода нового мотка. Вот он, подтягиваю немножко конец введенного мотка. И сейчас буду продолжать ввязывать его, провязывая столбики без накида. И внутри оказывается мой отрезок. Все, таким образом, не сшивая, не завязывая узлы, не пряча кончики, мы аккуратно ввели новый моток. Сейчас без добавлений я провязала уже около 10 рядов. Провяжу еще 5-6 и начну намечать ручки. Вяжем еще с тем же натяжением нити, не туже, не слабее, чтобы изделие не затянуть и оно не пошло на расширение кверху. Все в том же темпе. Я довязала до нужной мне высоты. Сумка еще поднимется на 2-3 ряда. Здесь сейчас у меня 16 рядов от дна. Я снимаю свой маркер. И нужно определить, сколько пойдет на ручку. Я для себя решила, у меня на ручку уйдет 8 столбиков. У меня 56 вокруг. 8 и 8 16. Остается 40. Значит, по 20 столбиков между ручками. Итак, я сейчас вяжу 20 столбиков. Двадцатый столбик я вяжу не как обычно, а захватываю полукосу и внутреннюю вот эту петлю. То есть вот так 2. В этом месте потуже будет несколько рядов, чтобы ручки не оттягивались и не образовали дырочки в вязании. На лице это будет незаметно, с изнанки тоже практически не видно. Теперь я ставлю сюда маркер. В следующем ряду петлю над этой петлей я провяжу точно так же. Теперь вяжу 8. Это те, которые будут ручками. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот эту провязываю точно так же, захватывая 2 и внутреннюю, чтобы тоже на нее не действовало натяжение. Над ней пойдет вывязываться ручка, и чтобы не было ненужных нам отверстий в этих местах. Делаю тут маркер и вяжу. Это первая была, еще 19. 19 будет такая же до следующей ручки, которую также обозначу маркерами. Я провязала 19 вместе с этой. И 20 снова вот такая крепкая. Ставлю сюда маркер, вяжу 8 столбиков,
в 9 точно такую же и ставлю маркер. Все, я просчитала, провязала, поставила маркеры на 2 ручках. И мне нужно проверить, чтобы вот здесь тоже было 20 вместе с маркированными столбиками. У меня их 20. Я вяжу еще один ряд. В маркеры петли я провязываю также не за одну, а за 2. Вот эти маркированные петли. Еще один ряд точно такой же. Я провязала 2 ряда, так, чтобы в этих местах вот провязать укрепление. Можно провязать и 1 ряд, можно провязать 3 ряда. Вот я вяжу 2. Теперь я подхожу к этому месту и здесь сейчас буду формировать ручку. Мне нужна ручка на плечо. Эту петлю из столбика с укреплением я вяжу точно так же. Таким образом, отсюда пойдет ручка, и вот здесь не будет ненужных дырочек при натяжении. Формировать ручку я буду воздушными петлями. Делаю нужную длину для всех. У меня получилась цепочка из 30 воздушных петель. Учтите, здесь еще немножко растяжение. Вторым рядом оно появится. И закрепиться мне нужно вот в этот столбик. И именно такой же петлей, как я вязала его до этого. Через 2 нити он будет держаться. Потуже, чтобы она не была какая-то слабая. Все. И продолжаю вязать до следующей ручки. Следующую ручку аналогично таким же количеством петель провязываю с укреплением и в начале ручки, и в конце. Я снова провязала круг, и теперь мою ручку нужно обвязать, чтобы она не была такой тонкой, приобрела форму. Здесь я продолжаю вязать точно так же, как все ряды, в полукосу, захватывая всего лишь одну нить. Таким образом, столбики без накида вяжу на протяжении всей ручки. Вот такая она становится. Здесь нет никакого натяжения, никакого отверстия. Вяжу обе ручки, еще один круг. Все аналогично. Я обвязала обе ручки. Все вот так смотрится. Теперь мне нужно довязать тем же рисунком до угла и там сделать завершение. Плавное соединение. Так, один соединительный без столбика, второй соединительный в полукосу и в полную косу соединительный, еще один. Все, вытягиваем нить. Можно обрезать, но тут и так осталось не очень много. Угу. И делаем фальш петлю вот в следующую, в полную косичку. И сейчас уведем ее сюда, откуда она пришла. Вот сюда. Так. Вот что получилось. Удаляем маркеры.
Вот и готов универсальный аксессуар на лето, пляжная или сумка-шопер городская. Очень послушная, неприхотливая в уходе, стирка в стиральной машине допустима. Она станет немножко мягче и послушней, так как это хлопок. Можно еще отпарить ее дополнительно. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео.